Ребята, здоровая! Есть, ребят, есть. Всем большой привет, друзья и подруги! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. Если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Я не знаю, будут ли на реке люди. Уже у нас конец ноября, 26 числа. Совсем немножко осталось до зимы. Заморозки еще нормальные не начались. Лед пока не становится, поэтому я езжу на открытую воду на рыбалочку. Сейчас я пешочком иду к реке, которая называется Неман. Вот, чтобы половить на спиннинг. Недалеко пришлось идти, вот, кто-то даже заехал на машине. Ну, я сразу сказала, если он застрянет, толкать его, помогать не собираюсь. Потому что сюда-то он заскочил, а вот под горку может обратно не заскочить. Ловить я сегодня собираюсь своим спиннингом, полюбившимся мне в недавнем времени прям очень сильно. Это Shimano Bassmaster с катушкой Stradic C4, со шпулей 3000, вы у меня спрашивали. Плетеночка у меня здесь вот такая вот стоит. Сейчас воблер Касадака Маскот и флюорокарбоновый поводок. Не покупной, просто привязала кусочек лески. Вот, сантиметров где-то 40 он у меня, который привязан вот на такой вот узел к плетенке. Все. Начинаем нашу рыбалочку, друзья. Забыла я уже, когда прям выбиралась на спиннинг. Сегодня выходной, суббота. Я приняла решение ехать на рыбалку не с ночевкой, а поехать на спиннинг, потому что довольно сильные дожди. Вот. Было бы абсолютно некомфортно, хотя я в палатке, но просто не очень хотелось в сырости в такой проводить время, даже пускай на берегу реки, да, по ловле налима. Лучше я поеду на такую рыбалку, когда уже начнутся непосредственно заморозки. Целью моей рыбалки сегодня является неманская щука. Давно я целенаправленно, вот прям, чтобы на щуку, на реку не выбиралась. Поэтому будет интересно вообще, смогу ли я что-нибудь поймать. Чтобы ничего, никаких сумок с собой не носить, и чтобы мне не было тяжело, вот собрала вот такую вот мини-коробочку, где лежат приманки, которые могут мне понадобиться. Минимальное их количество. Да, они довольно здоровые, потому что ловить я сегодня собираюсь щуку. Хочу, чтобы, может, что-то хорошенькое клюнуло. Хотя и маленькая щука ведется на такое же калибло. Колебалки, воблера и парочка вертушек. Все, это мой сегодня боевой комплект. На самом деле больше не надо, потому что по прибытию на реку нужно определиться с тем, какую приманку будешь использовать. Что характерно вот для такой вот пасмурной погоды и немного мутной воды, лучше, как я уже сказала, выбирать яркие цвета приманок, блескучие, чтобы рыба видела их в воде, чтобы ее они раздражали, чтобы провоцировать ее на поклев. Щука часто держится вот вдоль такой, видите, птичка вылетела какая-то, вдоль такой травы, поэтому нужно бросать, допустим, вот под противоположный берег. Я сейчас немножко не добросила, было бы лучше добросить. И вот так вот
проводкой Stop and Go выманивать ее из убежищ. Так, ребятки, первая поклевочка, ребят. Уху, есть, ребят. Походу первая будет щука у меня. На воблерок. Ребят, хорошая, смотрите какая. Давай, давай, малышка. Ну, она хорошая. Все, пошла. Эй, ребятки, щучка, смотрите, настоящая щука. У-ху! Так, я видела, как она берет, я видела, как она догоняет, ребят. Я не могла просто сначала поверить. И вот такой мы можем прямо вот так вот поднять. Че, ребят, смотрите. Неожиданно. Точнее, может быть, и ожиданно, но это же воблер-косадак. Вот такая вот щучка. Ну, она хорошая, ребят, заберем. Жалко, я с собой коптильню, конечно, не взяла, но что-нибудь дома сварганю. Вот. Так бы можно было бы закоптить прямо на рыбалочке, конечно, щучку. Тем более неманская, она вкусная, 100%. Чистая, о, смотрите, какая зубастая. Ну что, ребят, вот такая вот щупакабрина. Взяла первая неманская через, наверное, минут 20 после того, как я начала ловить. Так, ребят, буду чуть-чуть вот спускаться вниз, чтобы ближе немножко как-то видеть все, если что, чтобы не потерять рыбку. Но могу сказать, что, скорее всего, она вышла из противоположной береговой линии. И могу сказать, что она взяла на довольно длинной паузе. То есть я делала раз, а потом я увидела, что она сверкает, сделала дольше паузу, и она взяла. Есть, ребят, есть еще-то! Ребята, как ее вывести, я не знаю, ребят. Ребята, здоровая, пипец. Может сойти сейчас, ребят, нет посадка, прикиньте. Может сейчас сойти, ну ладно. Здоровая, ребят. Здоровая щука. Для меня это вообще нонсенс.
что-то есть. Пипец, ребята! Смотрите, какая щука на мой воблер. Посмотрите. Смотрите, вся в пиявочках, вся в пиявках. Ребята, вторая щука. Попала вон в ту вон штуку, вон там. Она, видно, может, там стоит или что, а догнала она вот здесь вот. Я думала, сойдет, потому что такое была сильная поклевка. Сейчас мы у нее достанем из пасти мой крючман. На самый кончик она его позарилась. Косодака, маскот. Такой вот воблер. И вот такая вот щука. Не думала, что пройду 20 метров и на одном участке реки поймаю уже вторую щуку. Видите, все-таки воблера, конечно, выручают. Видела когда-то, как местный ловил на Немане. Он еле-еле воблер вел. Вообще еле-еле, ребят. И у него клевало, и одна за одной, понимаете? И причем еще и с одного места. Они еще, бывает, и на одном месте стоят, понимаете? Не обязательно, что она в разных местах стоит. Они могут локализоваться где-нибудь. Хотела бы я когда-нибудь на реке, но щуку, ну, не знаю, килограмма на 3 поймать. Моя мечта поймать щучку покрупнее. Именно поэтому я поставила такой спиннинг, беру сейчас с собой. Ставлю более или менее крупные приманки, вот, чтобы, ну, укрупнить рыбу, потому что маленькой рыбы я уже, знаете, наловилась, можно так сказать. Хочется, конечно, по хищнику чего-нибудь большего, естественно. Интересно, вот здесь вот коряшка, но, на мой взгляд, она больше голавли, езевая, что ли, такая. Я понимаю, что может быть здесь и щука, все дела, но немножко все-таки у них как бы небольшие отличия есть в местах обитания. Хотя, да, щука очень часто сидит, вот как я смотрела информацию другую по рыбакам, очень часто в корягах ее прям течение приманкой тоже играет очень интересно. Красиво, я ее вижу все время, практически могу, можно так сказать, в приглядку на нее ловить. И вот так вот я по очереди отбрасываю всю травку. Вот так. Вообще передавали небольшой дождь. Но видите, мне все время везет. У меня то все время то дождь, то снег, то мороз, то еще что-нибудь. Как мы видели, на щуке, которая покрупнее, были пиявки. Это значит, что рыба до этого, возможно, вообще малоактивна, хотя сопротивлялась она нереально. Круто, что я запечатлела поклевку. Вот. Но это значит, что если она до сих пор малоактивна и вся в пиявках, то нужно ей реально попадать под нос. Поэтому действуем по тактике. Чем больше запросов, тем круче. Забрасываю я к противоположной береговой линии для того, чтобы приманка вот проходила как бы такой петлей и облавливала, пыталась соблазнить рыбу на поклевку из травы, там, где она может стоять вместе с мальком, караулить малька на спокойных частях реки, потому что щука любит более или менее спокойную воду, она любит прятаться в спокойных местах, под коряшках, под травой. Не очень любит быстрину, но это насколько мне кажется, насколько я знаю. Она именно в таких спокойных местах стоит, в зарослях травы, поэтому вот и потихонечку делаю вот минимально такие вот, как подкрутики. Я даже не твичу. То есть у меня настолько хорошая, довольно жесткая палка, которая подходит для твичинга, что когда я делаю просто вот подкручивание ручкой катушки,
воблер, вот я смотрела, как будто твичится. Я знаю, что просто щука не всегда любит активную проводку, она любит, ну, такую равномерную, и многие делают вот так. И это ну, продолжается бесконечно, никто пауз не делает, это как я видела, как люди ловят. Не знаю, что хотят они поймать, если каждая щука обычно добирает всегда на паузе. То есть это только самая сумасшедшая и самая активная щука у вас возьмет. А как получается у нас здесь в Беларуси, рыбу поймать вообще довольно тяжело. Смотрите, ребят, как вовремя заметила. Смотрите, что случилось с плетенкой. Я, видно, где-то зацепила, может, сейчас по кустам шла, но она в любой момент уже могла Поэтому сейчас я ее обрезаю. Она в любой момент уже могла оборваться у меня. И вот ниже здесь тоже у меня тоже самая штука произошла. Сейчас мы... О, смотрите, видите? Этот кусок плетенки, чтобы он мне не мешал, его просто нужно убрать. Обрезать и не жалеть. Сейчас вот я перевязалась, привязала новый поводочек, отрезала плохую часть плетенки. И вот я уже довольно много прошла, и на участке, на котором я шла, поклевок на вот этот вот мой воблер не было. Я уверена, что воблера такого цвета подходят, естественно, как я здесь использую сейчас. Но я хочу взять точно такой же маскот, но большего размера. Будет сейчас вот такой, а не вот такой. И вот этот вот сейчас тройничок я переставлю вот сюда. Есть, ребят, есть прямо оттуда. Что, зацепилась, что ли? Сам факт в том, что да, он цепляет больше травы, чем меньшего размера воблер, но как только я забросила, почти сразу произошла поклевка. Понимаете? Тут уже надо выбирать. Я, ребят, сейчас передвигаюсь по какому-то самому настоящему бобровьему логову, но точки там есть перспективные, поворот интересный, понимаете? Блин, ребят, хотела обкидать там, ну прошла я, ну тут столько бобровьих ходов, они тут нереально просто ползают, и это стрёмно. Все. Идем дальше. Фу. Чтобы найти подход к реке, пришлось обойти целый кусок береговой линии, потому что там был какой-то типа старичок или ручей. Вот, и сейчас вот я вышла к реке снова. Береговая линия. Так, вот оттуда я пришла, на повороте я была, ну а здесь вот можно в эти кусты позаходить и попробовать щуку половить, побросать. Вообще глубины здесь небольшие, где-то 1,5 метра, полметра. Растительности довольно много, поэтому и воблер не надо сильно заглубляющийся. Вода вообще обычно прозрачная, но сейчас долго идут дожди, поэтому мутноватая.
сильный ветер, видите? Поднялся. Ну, вообще щука-то полюбит. После 2 моих щук было еще 2 поклевки на Касадаку Маскот 110 миллиметров. Сейчас я снова кидаю 8. Почему? Потому что здесь довольно много травы, и у меня постоянно стал воблер цепляться, и я несколько раз его чуть не оборвал. Пора, я думаю, покушать обязательно сальца, потому что нужно обязательно набраться энергии с хлебушком. Дождь немного меньше стал, вот только что его вообще не было, сейчас снова начинается. Может и плохо, что перестал. Смотрите, какие шикарные огурчики делает моя мама. Точнее, еще пока нет, ребят. Но вот сейчас вот наконец-то очередная поклевка. Щуки, ребятки, хорошенькая. Не знаю, как я ее достану. Но вон идет щучка. Офигеть, ребята. Офигеть. Офигеть, куда ты прешь, мать? Офигеть. Ну, ребят. Ну что, ребята, я не зря сказала оператору, что ну давай вернемся еще в одно место. Ребят, и сняла из окошечка еще одну вот такую вот прекрасную, я думаю, что килограммовую так точно щуку. Отличная щупакрабра. Снова клюнула на воблер Касадака Маскот. Только не на 80-ку, а на 110-ку. Красота вот такая вот. Невероятная. Я очень рада, ребят. Посмотрите, уже по моему чубчику видно, что пора отправляться домой. Уже практически 5 часов вечера. Я поймала таки вечером еще одну щуку. Сегодня у меня было целых 5 поклевок, из которых 3 я реализовала. Рыбу не отпускаю. Вы все время на меня ругаетесь, что я отпускаю, что я отпускаю. Наконец-то у меня достойный улов. Самый большой мой улов по хищнику на дикой реке, на Немане, ребят. Я никогда в жизни столько не ловила. Никогда в жизни столько не ловила. Победным сегодня оказался воблер Маскот, Касадака, 110-ка, 80-ка и мой спиннинг Шимано, который все-таки не подводит и который реально годится для ловли щуки. Если вам нравятся такие видео с щукой, может быть с голавлем, может быть с лещом, с окунем, с карпами и с другой рыбой, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!